Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я пеку ржаной хлеб на закваске. Все необходимые ингредиенты вы видите у меня на столе. Вот здесь у меня ржаная закваска. Я вчера подкормила ее вечером и оставила на столе, чтобы сегодня уже не подкармливать. Вот так она выглядит. Смотрите. Вот. Мука у меня уже взвешена. Вот такая заквасочка у нас, смотрите. Видно вам, да? Активная, сильная. Нам нужно 50 грамм уже активной закваски. Если ваша закваска хранится в холодильнике, то выньте ее, подкормите, дайте подойти в 2 раза и потом возьмите 50 грамм оттуда. Ой, простите, не 50 грамм, 100 грамм нам нужно закваски. Хотела уже убрать, но решила сказать. Вот все, что здесь осталось, я сейчас подкормлю, добавлю сюда 50 грамм воды, 50 грамм ржаной муки. Перемешаю хорошенько и сразу поставлю в холодильник. Не буду ждать, пока она поднимется, пока она активируется. Вот как есть, сколько есть, вот сколько здесь есть, 100 грамм, 150 грамм. Добавлю сюда 50 грамм воды, 50 грамм муки. Добавляю сюда теплую воду. Вода должна быть более теплая, чем комнатной температуры. Примерно, ну, сколько, не знаю, 23-25 градусов примерно. Вот так. Слегка перемешиваем закваску. Если сначала налить воду, а потом бросить закваску, чтобы она не прилипла к стенкам миски, то закваска будет плавать. Добавляю сюда чайную ложку соли и добавляю патоку, друзья. Я вчера себе чуть руку не вывихнула, пока открыла крышку. Имейте это в виду, потому что патока, вот если края у вас замазаны патокой, то крышка прилипает. Я пока вчера открыла. Так, поставила на весы, добавляю 25 грамм. Потом вот этот край нужно хорошенечко вытереть, чтобы крышка не прилипла, а то в следующий раз не откроете. Все, друзья, все остальное у меня уже взвешено. И теперь нужно слегка вот это размешать, чтобы патока тоже слегка разошлась. Вместо патоки можно использовать мед, но тогда хлеб у вас получится более серый. С патокой он получится более такой, знаете, темный. Смотрите, как закваска плавает. Здесь у меня ржаная мука. А белую муку я не просеяла. Сейчас я ее просею. Рецепт я вам, как всегда, оставлю под видео. Все, осталось только перемешать, чтобы не было сухой муки. Месить тесто не нужно. Просто, чтобы, знаете, все собралось вместе. Имейте в виду, что тесто с ржаной мукой и с цельнозерновой мукой более такой, знаете, более липкая. Мука ржаная, не знаю, какая она, мелкого помола, я не знаю, как она называется, обдирная, не обдирная, такая, знаете, мелкого помола она, без темных таких вкраплений. Накрываем крышкой, накрываем крышкой и оставляем на 1 час. Через час вернемся. Ну и давайте покажу вам, как я все-таки подкармливаю закваску. Не знаю, еще раз повторюсь, не знаю, сколько здесь закваски, может быть, чуть-чуть больше 100 грамм. Добавляю сюда воду. Вода обязательно должна быть не кипяченая. У меня из фильтра она, потому что у нас из крана, ну, мы не пьем воду, она очень такая, знаете, плохая. Так, 55 грамм, неважно, сколько воды, столько и муки. Ладно, 55 грамм воды, значит, добавляем 55 грамм муки. Должно получиться 110. Размешиваем хорошенечко, чтобы не было сухой муки.
Я ее переложу сейчас в банку, потому что просто банка занимает меньше места. Я вчера переложила вот в эту посуду, чтобы помыть баночку. В банке просто она так подсохла кое-где по краям, и я решила банку помыть. Даже в банке от кофе очень удобно хранить закваску. Так, аккуратненько кладу, чтобы по стенкам опять не размазалась. Вот и все, друзья. Сейчас сразу ставлю ее в холодильник. Не нужно ждать, пока она поднимется, активируется. Сразу ставлю ее в холодильник. Когда буду печь хлеб, выну, возьму столько, сколько мне нужно. Обычно это 50 грамм. Подкормлю. И вот тогда уже дам закваске подняться в 2 раза. И тогда уже можно печь. Второй метод, друзья. Можно вынуть закваску из холодильника, добавить вот сюда столько, сколько есть закваски, добавить 50 грамм воды, 50 грамм муки ржаной, дать закваске подняться в 2 раза и взять столько, сколько вам нужно по рецепту. Например, если в рецепте говорится, возьмите 50 грамм активной закваски, то вы берете отсюда 50 грамм. Если говорится 100 грамм, возьмите 100 грамм, 150 грамм, столько, сколько нужно вам по рецепту. Остальное опять подкормите, добавьте 50 грамм муки, 50 грамм воды и сразу поставьте обратно в холодильник до следующего раза. Надеюсь, что это понятно. У меня много видео по закваске, посмотрите обязательно, если у кого-то есть вопросы, или пишите в комментариях. Вот так у нас выглядит тесто. Оно достаточно липкое, как я уже сказала. Но посмотрите, стало более таким, знаете, эластичным. Сейчас мы с вами его соберем в комок. Удобно это делать либо вот так влажной лопаткой, либо влажными руками. Как видите, очень липнет тесто, поэтому нужно хорошо смачивать руки, если вы руками это делаете. Вот, советую буквально несколько раз, знаете, вот так хорошенечко собрать тесто в круг, в комочек. Со стеночек все собирайте. Вот так. И оставим тесто еще на полчаса. Накрывать тесто нужно либо пленкой, либо влажным полотенцем. Посмотрите, какая мокрая стала пленочка. То есть испаряется очень много жидкости из теста. И оно, конечно, будет подсушиваться. Поэтому, чтобы ваше тесто не теряло влагу, нужно либо пленкой накрывать, либо влажным полотенцем. Если вы накроете сухим полотенцем, то, конечно, оно будет впитывать вот этот конденсат, и тесто будет подсушиваться. Вот так. Возвращаемся через полчаса. Прошло полчаса, друзья. Ручки помыты. Поставила стакан воды. Тесто у нас, конечно, выглядит немножко по-другому, округляется. Давайте мы его сейчас растянем и сложим. Смотрите, какое оно все еще липкое. Внизу я плохо размешала. Немножко муки осталось. Вот так растягиваем. Тесто рвется, как видите. Постоянно смачиваем руки, иначе оно очень липкое. Складываем тесто в виде конверта. Старайтесь поднять тесто прямо с самого дна миски. Вот так. Этого достаточно. Опять накрываем тесто пленкой и оставляем на полчаса. Так, от стеночек просто его отклею, и все. Вот и все. Возвращаемся через полчаса и будем каждые полчаса растягивать и сворачивать тесто. Примерно 5 раз. Можно чуть больше, 5-7 раз, сколько у вас есть времени. Ну, попробуем хотя бы 5 раз растянуть и сложить. Прошло еще полчаса и делаем то же самое. Растягиваем и складываем.
Вам, наверное, странно, что я так подробно рассказываю про закваску, но поверьте, что как бы подробно я не рассказывала, всегда найдутся люди, у которых остаются вопросы. Поэтому я в каждом видео про хлеб очень подробно рассказываю, стараюсь ответить на вопросы и подробно рассказываю, что я делаю с закваской. Как видите, тесто становится более таким плотным, эластичным, и его труднее растягивать. Вот видите? Если раньше оно просто вот рвалось, то сейчас, видите, уже труднее его растянуть. Хотя еще, видите, все липнет. Ну, вообще, повторюсь, что тесто с ржаной мукой очень липкое, намного более липкое, чем с обычной пшеничной мукой. Второе наше растягивание, складывание. Опять накрываем пленочкой. Если у вас очень холодно на кухне, то поставьте тесто в более теплое место. Возвращаемся через полчаса. Продолжаем. Руки помыли. Все равно чувствуется, что тесто становится более эластичным, легче тянется. Обратите внимание, друзья, на цвет теста. Он еще потемнеет, и хлеб будет более темным, чем вот само тесто. Так, ну что, это у нас, наверное, 4-й раз, да? Еще один раз растянем и свернем, и будем формировать хлеб. Я думаю, этого будет достаточно. Итак, друзья, последняя растяжка. После этой растяжки мы с вами будем выкладывать хлеб на стол, на рабочую поверхность, и оставим его на последнюю, скажем так, ферментацию. Называется процесс bulk fermentation. Тесто уже совсем другой консистенции. Смотрите, оно более такое, знаете, плотное, хорошо держит форму, не рвется. Так, вот так сложили. Сейчас я руки помою, потому что не очень удобно вот такими руками. Сейчас мы с вами слегка присыпем рабочую поверхность мукой. Можно ржаной, можно белой, не принципиально. И выложим на стол наше тесто. Как видите, липнет, но уже не так прям сильно. И смотрите, как оно хорошо держит форму. Слегка присыпем, чтобы к рукам оно не липло. И соберем тесто в комочек. Вот так. Его просто нужно собрать в комок. Еще раз можно его вот так свернуть и дать тесту постоять на столе полчаса примерно. Я его накрою вот этой же мисочкой. Можете накрыть полотенцем, как вам удобно. Через полчаса возвращаемся. Ну все, друзья, прошло полчаса. Сейчас мы придадим тесту форму и положим вот в такую мисочку, которую я уже присыпала рисовой мукой. Еще слегка присыплю поверхность рабочую, вот совсем чуть-чуть. Тесто нужно растянуть слегка. Вот так, в прямоугольник. Сложим его теперь в 3 раза, как всегда. Хорошо прижмем.
сворачиваем вот так вот в колобок. Теперь тесто нужно натянуть. Оно натягивается, друзья, конечно, не так хорошо, как из чисто белой муки, но все равно вот этот верх должен быть хорошо натянут. Можно делать с помощью так лопатки. Не лопатки, а как это называется. Вот и все. Руки слегка смажу. Тесто перекладываем в форму. Швом вниз. Так. И я его сверху тоже слегка присыплю рисовой мукой. Она не впитывается в тесто, поэтому можно присыпать и посильнее. Накрываю пленочкой и ставлю тесто в холодильник на 5 часов и более, в зависимости от того, сколько у вас есть времени. Теперь хлеб нужно поставить в холодильник на 5 часов и более, в зависимости от того, сколько у вас времени. Я никогда не режу ржаной хлеб в тот же день. И вообще хлеб на закваске никогда не режу в тот же день. Поэтому у меня времени достаточно много. Я даже когда испеку хлеб, я все равно резать его сегодня не буду. Поэтому сейчас у меня 2 часа дня. Через 5 часов, может быть 6 часов я испеку хлеб и разрежу его только завтра. Если вы готовите хлеб на сегодняшний день, хотите порезать его сегодня вечером, то начинайте печь чуть раньше, и он у вас будет готов к ужину. Все, встречаемся позже. Ну что, у меня 7:15, прошло чуть-чуть больше 5 часов. Вот так выглядит хлеб, и сейчас мы его будем выпекать. Форма у меня уже нагревается, или, скажем так, разогрелась до 270 градусов. Я поставила кастрюлю в духовку на самую высокую температуру. Так. Переворачиваем. Делаем надрез под углом 45 градусов. Держим лезвие. Так. Слегка сбрызгиваю водой, чтобы создать больше пара. Накрываем. И ставлю в духовку на 25 минут при 250 градусах. Потом температуру убавим. Что я сказала? Температуру убавила до 250 градусов и буду выпекать хлеб 25 минут. Потом сниму крышку и убавлю температуру до 200. Смотрите, какая прелесть. Посмотрите, какой хлеб. Просто чудо. Ну вот, смотрите, какая красота получилась. Так, сейчас мы с вами хлеб положим на решетку, дадим ему остыть и порежу его завтра, друзья. Никогда, повторюсь, никогда не режу ржаной хлеб в тот же день. Всегда режу на следующий день. И хлеб на закваске тоже очень-очень-очень редко. Если уж прям вот в доме совсем нет хлеба, то я тогда могу порезать хлеб на закваске в тот же день, только после полного остывания. Вот такой хлеб получился, смотрите. Я надеюсь, что вам хорошо слышно. Я забыла включить микрофон, но надеюсь, что вам слышно хорошо. Аромат, слушайте, обалденно. Вот знаете, такой домашний хлеб. Я не знаю, даже не знаю, как это объяснить. Помните, когда наши бабушки пекли хлеб, и в доме так пахло уютно хлебом? Вот такой аромат исходит из этого хлеба, друзья. Обязательно попробуйте. Шикарный рецепт. Всем доброе утро. Давайте порежем хлеб и посмотрим, какой он
внутри. Много дырочек. Посмотрите, во-первых, не липнет к ножу, значит, хлеб дозрел. Много дырочек. Вот здесь у меня дырка получилась. И вот здесь, вот видите, конечно, ржаной хлеб более плотный, чем белый пшеничный. Ну, вот, видите, вот такой получился хлеб. С дырками. Ну, ой, пахнет он обалденно, друзья. Хороший рабочий рецепт. Посмотрите, друзья, какой хлеб ржаной получился. Вот такой мякиш. Конечно, дырочки тут большие получились. Ну, вполне рабочий рецепт. Учитывая, что ржаной хлеб всегда более тяжелый, мякиш более плотный, хлеб получился достаточно хороший.